Владимир Путин призвал навести порядок в сфере спортивной медицины. Президент России привел в пример допинговые случаи Марии Шараповой и Камилы Валиевой. У нас ФМБА – это главная медицинская организация, которая занимается медицинским сопровождением спорта, особенно спорта высших достижений. В то же время отдельные федерации привлекают к работе со своими спортсменами специалистов, мягко говоря, спорных направлений в области медицины и даже, так скажем, нетрадиционной медицины. А потом руководство страны и миллионы зрителей, любителей спорта, болельщиков сталкиваются с ситуацией, которую трудно на первый взгляд объяснить. Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять. Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов. Она тоже ничего не знала. Ерунда какая-то, сказал Путин на заседании Совета по спорту. Есть у нас определенный правительством федеральный орган в сфере медицины, который занимается этим профессионально. Зачем каких-то шаманов привлекать? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства. Это же не частная лавочка, приводит слова президента РИА Новости. Татьяна Тарасова назвала отстранение российских спортсменов продолжением дела Валиевой. В такой ответственной работе нужно, чтобы работали профессионалы. Полностью согласна с нашим президентом. К сожалению, не знаю, могли ли быть применены нетрадиционные методы в деле Камилы, но просто то, что продолжается дальше, отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр и других международных стартов, это продолжение этого дела. Камила настолько талантливая девочка, что на ближайшие годы была бы непобедимой, поэтому ее отстранили. И это мое мнение, сказал заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова Спорт. Светлана Журова отметила, что Валиевой могли подмешать запрещенный препарат соперники. Я изначально говорила, что Валиева в первую очередь ребенок, особенно в тот момент, когда обнаружили запрещенный препарат. Взрослые знают, каким образом мог попасть препарат в ее организм. Она не могла этого знать. Почему маленькая девочка понесла такое строгое наказание в 4 года дисквалификации? Она понесла наказание за взрослых, которые не смогли объяснить, как микродозы вещества попали в ее организм. Наказали за халатность взрослых и ее окружения. Почему прощают западных спортсменов в подобных случаях, как у Валиевой? Потому что они аргументированно объясняют, как попал препарат в их организм. Из-за микродозы, которая ни на что не влияет, ни при каких обстоятельствах не может быть дисквалификации на 4 года. Но Валиева и ее защитники не смогли доказать ее невиновность. Валиевой могли подмешать запрещенное вещество соперники. Такой ход событий тоже вполне возможен. Подобные случаи бывали в разных видах спорта, в том числе и с нашими спортсменами. В таких случаях ВАДА не наказывал спортсмена, если было доказано, что ему кто-то подмешал допинг и был найден виновный, сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова «Все про спорт». Родина считает, что в деле Валиевой должны нести ответственность врач и тренер. Президент страны не обратил внимания, а сказал правду по делу Валиевой. На момент нарушения антидопинговых правил она была несовершеннолетней спортсменкой, а мы в России еще в 2016 году приняли закон о привлечении к финансовой и уголовной ответственности за принятие и склонение к приему запрещенных препаратов. Так как Валиева была несовершеннолетней, должны были нести ответственность за это нарушение люди, которые готовили Камилу, а конкретно это врач, тренер, родители. Разбирательств по этому поводу не было. Вообще, за время существования закона об уголовной ответственности за склонение к приему допинга было, мне кажется, только одно разбирательство, сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина «Все про спорт». ЦАС не получал апелляции от российских фигуристов, недопущенных к отбору на Олимпийские игры. Международный союз конькобежцев ИСУ допустил к отборочному турниру на Олимпиаду 2026 только фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника. Парам танцевальным дуэтам нейтральный статус не одобрили. Основными в парном катании в заявке России были Анастасия Мишина и Александр Галямов. В танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин. На данный момент спортивный арбитражный суд не получил апелляции от российских фигуристов относительно их статуса независимых нейтральных спортсменов, сообщили в пресс-службе ЦАС. Отборочный турнир на игры пройдет с 17 по 21 сентября в Китае, а Олимпиада 2026 в феврале в Милане. Фигурист Галямов возобновит полноценные тренировки на льду после 1 июня. Об этом сообщает Матч ТВ. Александр Галямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение лодыжки на турнире «Открытие Байкала», который проходил в конце февраля – начале марта. Москвина рассказала, что Галямов продолжает реабилитацию после травмы. Александр продолжает реабилитацию, ежедневно тренируется в зале. На лед пока не выходил, сказала тренер пары Тамара Москвина ТАСС. Губерниев ответил на вопрос, считает ли Загитову лучшей фигуристкой России. Считаете ли вы Загитову лучшей фигуристкой России? Она давно не уступает. Это так же, как Аршавин лучший футболист на данный момент. Загитова гениальная фигуристка. Но какое отношение к спорту она имеет сейчас? Там есть другие девчонки. Роднина недавно говорила, что не считает Валиеву спортсменкой, так как та выступает в шоу.
Тот, кто выступает в шоу, не совсем спортсмен. Не знаю, что Ирина Константиновна имела в виду, но есть спортсмены, которые выступают на всероссийских соревнованиях международных. В противном случае я, конечно, скажу, что Ирина Роднина наша лучшая фигуристка, без всякого сомнения. Причем тут Загитова, сказал Дмитрий Губерниев, Матч ТВ. Тарасова считает, что Федерация фигурного катания КК России права, не отпуская Жилину в сборную Азербайджана. 13 мая исполком Федерации фигурного катания КК России отказал 17-летней Веронике Жилиной в переходе. Позднее Эрспорт сообщил, что Жилина выплатила Федерации фигурного катания КК России около 1 000 000 рублей в качестве компенсации за подготовку. Она выплатила только деньги за пошив соревновательных платьев за последние годы. Об этом смешно даже говорить. Я думаю, правильно делает Федерация России, что не отпускает ее, сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Международный союз кобежцев СУ рассмотрит вопрос перехода Жилиной 4-5 июля. Алина Горбачева, талантливая российская фигуристка, в этом сезоне доказала, что способна преодолевать трудности и двигаться к большим целям. Став одной из 4 российских спортсменов, получивших нейтральный статус для участия в Олимпийском отборе на игры 2026 в Милане, она готовится к роли запасной в женском одиночном катании. Но пока она второй номер сборной. Ее путь к этой цели был нелегким. Прошлогодние сомнения, борьба с травмами и желание бросить фигурное катание сменились успехами. Серебром и бронзой на главных стартах России, а также золотом и серебром на этапах Гран-при. Алина оценила свой сезон на 7 баллов из 10, отметив, что это не ее максимум, но результат радует. Сезон получился довольно хорошим. Рада, как все сложилось, потому что прошлым летом были определенные сложности. Получилось показать красивые программы, образы, поделилась фигуристка. Ее короткая программа под образ Беллатрисы из Гарри Поттера стала особенно близкой по духу. Произвольная программа под музыку The World Is Not Enough также запомнилась зрителям, хотя Алина призналась, что изначально рассматривала возможность сохранить ее на новый сезон, но решила обновить постановки. Трудности прошлого лета, включая травмы и нестабильное психологическое состояние, не сломили спортсменку. Она уверена, что впереди ее ждет прогресс. Я к нему стремлюсь и надеюсь, что дальше будет только лучше. Сезон 2023-2024 стал для Алины настоящим испытанием. Она призналась, что была на грани ухода из фигурного катания. Сезон 2023-2024 прошел совсем плохо. Я боролась с тем, чтобы не бросить. Поддержка близких и тренера Софьи Федченко стала решающей. Весной 2024 года Алина пропустила 1,5 месяца тренировок, потеряв мотивацию. В апреле-мае 2024 года я вообще не хотела кататься, рассказала она. Тренер предлагал разные варианты, включая смену штаба, но Алина осталась верна своему наставнику. Мне кажется, что лучше, чем мой тренер, меня никто не знает, и уходить было бы худшим решением, сказала фигуристка. Алина Горбачева составила портрет идеального фигуриста. У кого самый крутой Сальхов? Влад Дикий Джи, Ридбергер, Илья Малинин, Луц, Влад Дикий Джи, Аксель, Илья Малинин, Флип, Петр Гуменник, Тулуп, Камила Валиева. Дорожки. По катанию нравится Каролина Костнер. Вращение. Камила Валиева. Передача образа. Сложный вопрос, смотря какой образ. Если говорить про постановку, то назову Камилу Валиеву и ее девочку на шаре. Это такая программа, которая мне запомнилась на всю жизнь. Очень подходила Камиле, она ее красиво катала. Владение коньком. Наверное, Джейсон Браун. Характер и сила духа. Аня Щербакова и Саша Трусова, сказал бронзовый призер чемпионата России «Спорт-24».